На сегодняшний день отличный вариант камеры видеонаблюдения с оптическим пятикратным зумом. Варифокальный объектив установлен и пятикратное зумирование без потери качества картинки. Какой еще второй ее плюс? Это корпус металлический огромный. Такой реально внутренности камеры занимают место в камере. Огромный кронштейн такой мощный. В прошлом видео, в первом по этой камере, я вам показывал полный обзор, распаковку с характеристиками по камере и как она работает в моей системе видеонаблюдения с видеорегистратором XMI-евским. Также эта камера имеет Hikvision и Dahua протоколы, и у нее есть полная совместимость с Dahua регистраторами, с Hikvision видеорегистраторами и еще другими видеорегистраторами других производителей, которые имеют OnVIF протокол совместимости оборудования разных производителей. В этом видео я хочу вам показать и сам посмотреть, как эта камера будет работать с приложением VideoLink. Одно из неплохих приложений, которые и камеры к этому приложению также идут качественные. Именно камеры, которые имеют протоколы Hikvision и Dahua. Скачивайте сразу на свой смартфон приложение VideoLink для подключения данных камер. Камера не имеет возможности работы по Wi-Fi, поэтому есть несколько вариантов подключения камеры по кабелю. Первый вариант показан в инструкции. 12-вольтовый блок питания в разъем питания камеры на отводе кабеля. И RJ45 к компьютеру. Производим настройку камеры, там все различные моменты. То есть можно напрямую соединять. Второй вариант подключения — это подключение к роутеру. При этом у нас добавляется доступ до камеры извне. Удаленный доступ через интернет. 12-вольтовый блок питания и кабель RJ45 подключаем в свободный разъем роутера. Камера у нас в домашней сети, появляется вот возможность хранения данных на облаке. Также заходить на камеру можно с мобильного устройства из любой точки мира через приложение, в нашем случае VideoLink. Посмотрим дальше. Также есть возможность подключения камеры к твоей домашней системе видеонаблюдения напрямую к видеорегистратору по PoE. Камера есть возможность подключения по PoE 48 вольт. Так здесь и показано. RJ45 идет в свободный разъем PoE видеорегистратора. И также это все, PoE видеорегистратор подключен у нас к роутеру кабелем. И также камеру ты можешь отслеживать потом через приложение на смартфоне удаленно. Или же с компьютера. Вариантов очень много. Также еще вот есть вариант подключения по PoE к PoE коммутатору, и уже PoE коммутатор подключен к роутеру, и также у тебя есть вариант захода на камеру через интернет с мобильных устройств, с компьютера. На видеорегистратор ты также можешь добавить эту камеру, и не обязательно, чтобы он был PoE, просто в домашней системе видеонаблюдения. Видеорегистратор через роутер найдет у нас камеру в домашней сети. Это IP-камера и имеет огромные возможности по подключению. На сегодняшнем видео покажу вам подключение ее к приложению VideoLink. 12-вольтовый блок питания буду использовать для подключения камеры. Разъем от роутера, от Wi-Fi роутера домашнего моего, который имеет доступ в интернет. И подключаю на разъем кабеля свободный. Здесь у нас еще есть заглушка, кнопка сброса к заводским установкам. Это также классно. Вот такое имеем подключение. И, в общем-то, камера готова. Кстати, камера имеет поддержку карты памяти, поэтому можно сразу же ее установить, карту памяти в камеру, если вам нужно хранение на карте памяти. То есть в данном подключении у нас камера получается как мини-система видеонаблюдения твоя. Ты сможешь на нее заходить удаленно с приложения, смотреть запись на карте памяти, приближать, удалять, 3 ночных режима и различные другие моменты по аналитике. Камера имеет поддержку определения силуэта человека, автомобилей и еще много различных моментов. Камера щелкает, загружается, даем ей какое-то время.
Так, индикации у нас на кабеле нету. Открываем приложение Videolink. Проходим регистрацию. Все по стандарту. Адрес твоей электронной почты. Присваиваешь пароль. Для доступа все просто. Приложение классное, русифицированное. Даем камере загрузиться какое-то время. Вот она тестирует. Видно по ней, тестирует варифокальный объектив. Вот так вот работа его показана сейчас как раз. Жмем плюс. Видите, нету устройств. Добавить новое устройство или плюс. Есть вариант Wi-Fi. Есть вариант 4G устройства. Двухдиапазонная может быть камера 2,4 или 5. И проводное подключение. У нас понятно, что камера по кабелю подключена. А вот тут смотрите, какой есть момент. Жмем на вот этот значок. Инструменты. Устройство в локальной сети. И у нас выдает нашу камеру под IP-адресом. Заходим. Пожалуйста, введите пароль. А пароль у нас стандартный этих камер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жмем ОК. Камера в онлайне. Основное условие, когда проводите эти действия, у вас камера и смартфон должны быть подключены к одному Wi-Fi роутеру. Не к мобильному интернету смартфон должен подключен, а по Wi-Fi к этому роутеру, к которому вы подключили камеру в одной сети. Смотрите, процесс еще не закончен, потому что устройство не добавлено в ваш список устройств. После того, что вот процедуры, как я показывал вам, жмем плюс, проводное подключение, нет QR-кода, добавить вручную. И автоматически находится камера уже в домашней сети. И вот теперь мы ее добавляем в список устройств в аккаунт. Прописывайте сами можете или из готовых названия камеры выбрать. Успех привязки. Все, устройство появилось у тебя в списке устройств. Будет несколько камер, будут они расположены здесь, ты сможешь их просматривать в режиме нескольких камер просмотра, и они могут установлены быть в разных местах. Одна камера дома, другая на даче, третья в гараже, четвертая еще где-то. И просматриваешь ты их одновременно через приложение, если они у тебя добавлены в списке устройств. Через интернет все это делается. Очень классно. Смотрите, показано, как у нас подключена камера по кабелю. Будет по Wi-Fi работать у вас камера, будет там значок Wi-Fi, и скорее всего также будет даже качество сигнала Wi-Fi показано. Все, камера добавлена. Можно уходить теперь со смартфоном, переключать смартфон на мобильный интернет, и ты то же самое будешь получать, что сейчас я делаю. Вот. У кого камеры с приложением Donale, то приложение, которое, в общем-то, и вносило негатив в использовании этих камер. Приложение очень скудное, там практически ничего ты не сделаешь, кроме отслеживания, и то оно не всегда хорошо работает. Поэтому у кого камеры с приложением Donale, сразу переходите на Videolink. Это одноплатформенное приложение, то есть те камеры у вас будут работать с вот этим вот нормальным приложением. Какой плюс этого приложения? Камеры, которые поддерживают это приложение, в основном своем количестве, то, что сейчас продается на AliExpress, идут качественные варианты за небольшие деньги. Ты можешь приобрести такую вот камеру с двухсторонним аудио. Она не поворотная, но она имеет вариант зумирования. Вот так вот работает варифокальный объектив. Камера рассчитана на установку, на высоте больше, чем у меня установлено. Но изначально, видите, у нее 2,8 мм фокусное расстояние, это широкий угол. Ты можешь приобрести камеру поворотную с большим зумом, с 30-кратным, с 50-кратным. Есть такие камеры в этой линейке с протоколами Hikvision и Dahua. Ты можешь приобрести купольную, ты можешь приобрести там различные варианты камер. И какой огромный плюс, что у них практически
у всех хорошая картинка дневная и ночная, и большинство камер имеют Sony матрицу. Это те камеры, которые отличаются вот именно своей картинкой. И одно, что вот не нравилось, это вот просмотр 4 вариантов камер, если тебе нужно. Одно, что отпугивало, это приложение. Donale было не очень хорошее для удаленного отслеживания. Когда вот появилась информация, что можно использовать приложение VideoLink, совсем у меня поменялось отношение к данному варианту камер. Их можно смело использовать, и они идут как универсальный вариант, можно сказать. Ты можешь эту камеру использовать как одну, ты можешь ее использовать в системе видеонаблюдения. Вот одиночный вариант, я сейчас на нее захожу через ее приложение. И какой огромный плюс еще этого приложения, что тебе не потребуется веб-интерфейс. Ты можешь все настройки делать с этого приложения. Приложение очень многофункциональное. Заходим в настройки. По этим значкам я не буду, потому что вы все понимаете, что вот это. И предустановки можно ставить, все. Если у вас камера будет поворотная, также она может с слежением быть за человеком, а они в основном идут со слежением за человеком и с использованием зума также приближает человека, следит, то можно по пресетам задавать команды цифровые и включать, выключать те или иные функции. В этом приложении все можно. Настройки, смотрите, по видео, что очень классно, что ты заходишь кодировать видео, раздел, и у тебя здесь ты можешь менять разрешение с камеры. Тебе не нужно заходить на веб-интерфейс, также формат сжатия. Полные настройки по камере, даже дополнительный поток, вторичный поток ты можешь делать. Битрейт уменьшать, увеличивать. Количество кадров в секунду. В данном видео у меня вот камера, видите, с максимальным разрешением 8 мегапикселей при 20 кадрах в секунду. Формат сжатия H265. Эти камеры отличаются от других хорошими характеристиками. И также они намного дешевле стоят, чем Hikvision и Dahua дорогие. Заходишь, захват видео. Здесь какие-то видеть лица ночью функция, еще я не разобрался. Настройки звука. То есть ты все делаешь в приложении, до каждой мелочи. Не нужно тебе заходить в веб-интерфейс. Камера имеет 3 ночных режима, белые LED светодиоды, поэтому ты можешь управлять полностью ночными режимами. Также здесь можно включать-выключать светодиоды, переворот экрана, но это понятно. По тревоге, смотрите. И тут также ты все делаешь с приложения. Интеллектуальная тревога. То, что камера умеет определять. Можешь включать, можешь выключать. И по этим моментам она будет сохранять видео на карте памяти по вот этим вот тревожным моментам. Автомобили, мотоциклы, велосипеды, обнаружение гуманоидов. Можешь что-то одно выбрать, можешь несколько. Включить дневное время. Включил, и сейчас камера будет работать по этим моментам. Тем, что я поставил. Применить. Здесь также зону можешь рисовать, где камере работать, где не работать. То есть все по расписанию можешь поставить, чтобы она работала. Вот чем классно это приложение, что да, заходишь, получать по каким моментам сообщения на смартфон, уведомления. И также ты будешь получать по этим моментам уведомления на смартфон удаленно, где бы ты ни был. Ты в приложении будешь получать уведомления, если у тебя смартфон подключен к интернету, и камера должна быть также подключена к интернету. Запись хранения также по карте памяти, и форматировать вот уже приходит SAT Human Detection. Да, вон я вижу сейчас на мониторе, камеру я подключил также к видеорегистратору, сейчас она у меня и пишет на жесткий диск видеорегистратора, соответственно, и писала на карту памяти, но я ее не вставил. Классно, работает все, конфигурация записи. Настройка записи на карту памяти, все здесь в этом приложении есть. Это очень классно. Я очень удивлен, почему я раньше не нашел это приложение. И сколько камер я вам показывал, таких вот. В основном я вам показывал, как они работают с видеорегистраторами в системе в большой. Но эта камера может 100%
быть как сама система видеонаблюдения. Менять направление поворотов, если камера поворотная. Синхронизация по времени окей со смартфоном. Синхронизировать время. Сброс до заводских, перезагрузить устройство. Все есть, и небольшое меню, и приложение, ну, очень информативное и понятное. Вот что самое главное. Еще какие-то моменты есть по картинке, видать. Звук отличный. Звук улицы. Мощный, классный звук. Если камера имеет динамик, ты также можешь передать что-то. Вот ездят сейчас автомобили. И главное, что эти камеры также вот по этим функциям, по человеку, по автомобилю, очень работают чувствительно. Человека и автомобиля она определяет очень далеко. Хоть изначально и широкий угол стоит, но вон там человек шел, и она его определяет. То есть на любом расстоянии, вот, ну, на предельно понятном, камера работает классно. Ну и также по приложению. Можешь ты сохранить картинку, у тебя будет она сохранена, вот фото ты сделал в альбоме, также ты тут же взял со смартфона и поделился с кем нужно. Включить запись также можешь, небольшую, и пишется это все в папку смартфона. Ну, занимает запись, память телефона, понятно. Поэтому здесь небольшие ролики сохранил, потом взял тут же и поделился. Ну и также на карту памяти ты можешь с приложения заходить, воспроизведение жмешь. Или с облака у тебя будет вариант, если ты облако подключил, или же с карты памяти. Включить сирену ты сможешь на несколько секунд, в динамике будет звучать. Приложение очень классное, очень информативное. Несколько камер подключил, и они у тебя все здесь. Вот показываю вам то, что реально понравилось. И реально классно работает. Если ты хочешь приобрести эту камеру, я тебе могу дать ссылку на AliExpress, именно поддерживающую приложение Videolink. Именно качественный этот вариант. Для этого пиши мне в Telegram. Я оставляю ссылки под видео в описании. Телеграм-чат, заходи, я там с тобой в личку зайду и дам тебе все ссылки. Ты заказал, установил, и все работает отлично. Также подпишись на ТикТок, там видеоанонсы. То, что получаю, я вот на Алиэкспрессе эти все камеры заказываю, получаю, показываю, тестирую их, показываю тебе понравилось, ты у меня ее купил по цене Алиэкспресс в Украине. Все ссылки в описании к видео на контакты со мной. На сегодня все. Оставляйте комментарии, кто пользуется этим приложением Videolink, какие есть моменты, что положительно, что негативно. По-любому есть минусы. На сегодня все. Всем удачи, до следующих видео.